Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши встречи по средам со Спартаком Субботой, психиатром. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно, очень здорово, друзья, что вы вот прям настоятельно рекомендовали Шелест, а где плейлист со Спартаком Субботой. Встречайтесь каждый день, хотим посмотреть как бы в динамике. Милости прошу, приходите на канал, подписывайтесь обязательно, потому что многие смотрят без подписки, да что там многие, половина без подписки смотрит. И там нововведение, появился плейлист со Спартаком Суббота, если конкретно хотите следить за вот этими встречами. Вы знаете, очень много сейчас происходит на международной арене, есть перемирие, которое продолжил Трамп, обыграл это все как смог, давайте так. Иран стоит на своем, Зеленский, в общем-то, крутит хвостом, в общем-то, там из-за своей, условно, океанской лужи как бы покусывает Кушнера, Уиткофа и самого Трампа. И это все, конечно, очень интересно обсудить, но я хочу сегодняшний наш с вами разговор, это тоже коснемся, безусловно, но хочу все-таки внутриукраинским проблемам посвятить. А ведь они, эти проблемы, достаточно тяжелые. После выходных, после Голосеевского стрелка, вчера судили полицейских, которые убежали. Полиция сейчас как не в себя. Сегодняшние утренние новости вообще поражают. Представляете, Химпром накрыли. Ну, не весь, но большой, скажем так, вот эту преступную организацию с мексиканцем, гражданином России, который из-за рубежа руководит. В общем, каждый день у нас по 2 раза на день, по 3 раза на день то какого-то с оружием задерживают, то вот показывают, насыщают, что вот смотрите, полиция это работает. Действительно, засуетилась, зашевелилась эта система, но тут же обратный эффект. Чем больше это показывают, тем больше у людей ощущение хаоса. Ёлки-палки, это же какая-то беда, что происходит вокруг. Люди начинают приходить в чувство и осознавать, какой бардак, сколько опасностей, и как бы абсолютно доверившись Зеленскому, успокоительным речам, телемарафону, ты окунаешься в реальную жизнь, она становится еще и в медиа проявлена. Что это за эффект и к чему он может привести украинское общество, которое серьезно раздосадовано действиями полиции, как бы там ни пытались эту, скажем так, брешь залатать какими-то рваными трусами системы? Есть такой эффект, называется эффект нулевого статуса, когда любое явление, которое появляется в медиапространстве, начинает приобретать резонанс, хотя все заранее об этом знали. Смотрите, по факту ни для кого не секрет, что у нас есть коррупция. Все знают, все знают. Все знают, что полиция у нас является частью коррумпированной системы. Знают все. Ну, давайте, когда я говорю «все», я сверхобобщаю, но подавляющее большинство людей знает. Знают ли, какие есть проблемы внутри этой системы? Знают. И общее знание этой проблемы является очевидным. Однако есть нюанс. До появления этой информации в медиапространстве, несмотря на то, что она является очевидной, она, как я уже сказал, имеет как будто бы нулевой эффект. То есть все знают, но пока об этом не говорят, мы как бы будем это игнорировать. Это такая же история, как с ТЦК. Все знают, что их ненавидят, но до тех пор, пока не появится одно публичное лицо, которое скажет «ненавижу ТЦК», ненависть к ТЦК является сугубо такой, знаете, кухонной забавой. Вот ненавидеть ТЦК, вот сидеть на кухне, как бы в этом говорить. Но когда появляется один участник, причем социально активный, который имеет статус, все начинают, собственно говоря, ненавидеть его публично, этот ТЦК. Такая же история у нас и с полицией, и с реакцией на правоохранительные органы. Я хочу обратить внимание на одну важную деталь. Когда мы говорим о том, что у нас как будто бы есть проблемы с полицией, все начинают выкидывать как этот антикриз, что смотрите, полиция на самом деле, она ограничена своими потенциалами. У полиции есть много задач. Мы не можем, например, мобилизовать и отправить на фронт полицейского, потому что он выполняет гражданский долг и свой личный долг, связанный с работой в органах и так далее. Что он подготовлен только к локальным задачам, а не к общим. И на фоне этого у людей не возникает недовольства публичного, возникает недовольство внутреннее. И большое количество вот этих антикризов, спускаемых сверху, где обвиняют обычный народ в том, что он не соответствует представлениям о обычном народе,
но защищают полицию, защищают ТЦК, защищают, я кавичу военных, потому не тех военных, которые реально на фронте, которые как бы говорят, ребята, здесь детечь. Я вот большинство военных, кого не смотрю, они говорят, ребята, нахрен вам эта война, уезжайте, тут делать нечего, это не нужно. Вот именно реально таких вояк, знаете, крепких. И когда мы говорим именно про наличие вот такой защиты, недовольство общественное подавляется такими ультранационалистическими тенденциями. То есть, смотрите, ненавидеть или сопротивляться чему бы то ни было в государстве, если оно является частью государственной политики, не патриотично. А если не патриотично, значит и преступник. То есть подмена понятий. Неподдержка Украины равно поддержка врага. Но я замечаю в одном видео, я подозреваю, мы сегодня будем его обсуждать, я замечаю такую же подмену понятий, например, у некоторых сотрудников полиции, глав, скажем так, когда есть тезис, вы простите, что так я заспойлерил, как будто бы, да, но вот есть такой тезис, полицейские, они обучались тому, чтобы работать против правонарушителя, против преступника, а не на фронте. Есть такие тезисы? Есть. У меня возникает вопрос. По вашим представлениям, россияне кто? Преступники? Ну, получается, Люди? что нет. Вот. И исходя из этого возникает вопрос. Почему обычный человек не должен воевать против преступника, если это не является преступной деятельностью? Тогда мы ставим под вопрос не только принципы войны и принципы того, как ведется война против, опять-таки, захватнических, все, что в медиа мы слышим. Возникает вопрос, как нам заставить мирного человека воевать против того, кого преступником не считает даже глава полиции? Красиво, конечно, разложено, однако, понимаете, люди же все равно, они живут своей жизнью, они наконец-то смогли через эту ситуацию, и, ну, потом вот этот антикриз, сейчас система, конечно, пытается реабилитироваться, это видно сразу, невооруженным взглядом мы видим, будем еще видеть, наверное, кучу этих записей с бодикамер, которые там активно, быстро нам там то в Днепропетровская область, то в Киеве, то с автоматом, то еще, но поймите, тут же другой момент. Так, а кто останется, кто с людьми останется? Вот сегодняшний утренний материал на украинском телевидении о дворнике дяді Саше, который погиб. Рятував дитину і сам загинув. Під час стрілянини місцевий двірник Олександр Григорович закрив собою хлопчика. На відео із камер спостереження, оприлюднених записів із бодікамер правоохоронців видно, як стрілець вдруге повертається до під'їзду. Там прямо на тротуарі сидить поранена дитина, а поруч лежить його закривавлений тато. У той момент, коли терорист відкриває вогонь по дитині, до хлопчика підбігає двірник, добре відомий усім мешканцям як дядя Саша. Він закриває його собою, у той момент сам потрапляє під кулі. За життя чоловіка понад добу боролися медики. Через важкі поранення печінки, кишківника і шлунка врятувати чоловіка не вдалося. Місцеві розповіли нашим журналістам, що Олександр Григорович завжди усміхався до людей та дуже любив дітей, а при нагоді допомагав. Наприклад, згадують, як він власним коштом посадив у дворі ялинки, а напередодні Нового року прикрашав їх цукерками для діток. Ну а коли малеча з'їдала, солодке вішав знову. Через це діти завжди називали його дідом, а він їх онуками. А ще завжди закликав мешканців садити у дворі фруктові дерева, аби навесні вони радували усіх своїм цвітом, а влітку соковитими плодами. Олександр Григорович захоплювався різьбленнями, робив різноманітні вироби із дерева. Мріяв, що коли завершиться війна, він змайструє стіл уздовж усього будинку і відсвяткує перемогу разом із сусідами. У чоловіка залишився котик, який тепер самотньо блукає під'їздами. Мешканці пообіцяли доглядати за ним, а ще у пам'ять про Олександра посадять у дворі дерева. То есть, значит, мужик, да, ну такой же в возрасте. Понятно, что эта история душещипательная, о том, что он и деревья высаживал, и елочки, и украшал вот эти там детки, там брали конфетки, котик этот брошенный, который остался с ним, жил, ну там жители подъезда будут за ним следить. Но тут же возникает главный вопрос. Почему дядя Саша, дворник, закрыл с собой ребенка, а полицейский нет? Ну, то есть полицейский дал дёру. Полицейская, которые вчера оправдывались в суде, говорили, так я вообще не патрульная, у нас 60% не комплект, я вообще сижу там в штабе где-то, ну там аналитик какой-то, нас просто по разнарядке, поминальные дни, вот это вот мы ездим, патрулируем. Понимаете, так, понимаете, какая вот интересная сермяжная правда изнутри?
не со стороны взгляда на систему, процессов глобальных, а вот конкретно для жителей этого подъезда. Потому что дядя Саша, который делал много хорошего, ну, на своем уровне, как дворник, как человек, который там чего-то высаживал, как-то улыбался, поддерживал порядок, его больше нет. А полицейский, собственно, который призван был собой закрыть ребенка, ну, в общем, сейчас его судят, что он там как-то не так себя повел, и одного, и вторую. Тут же очень важный момент. Вот вы так очень красиво как бы разложили историю с преступником, не преступником. А подвиг — это профессия? Потому что все же сразу начали говорить, а что бы вы делали на месте вот этого полицейского? Конечно, они там искали укрытие, то есть не за машины прятались, не еще, а вот искали, там отбегали, чтобы оценить обстановку. Они действовали плюс-минус нормально, но это плюс еще шок. Но вот у дяди Саши, дворника, шок, ну, собственно, проявился в другой совершенно ипостаси. Спасти раненого ребенка от пулевого. Почему не проявился у полицейского? Александр, очень хорошо, что вы сказали по поводу подвига. Вот прям, знаете, хочется сказать, но не хочу потом такой гнев общественный получить. Я вам после эфира скажу свое мнение по поводу подвига, особенно то, что касается войны. Но пока то, что можно сказать, скажу, за что меня не будут распинать. Значит, смотрите, если Нет, ну, Спартак, элементы... говорим, значит, говорим, понимаете? Ситуация ведь на самом-то деле проявила очень глубинные вещи. Этого стрелка правда. не забудут. Это правда. Вот конкретно про стрелка скажу. Смотрите, если твои действия, ассоциированные с подвигом, вписываются в твои должностные обязанности, то это не подвиг. Ну да. Есть в должностных обязанностях дворника защита людей. Он первый Нет. должен был прятаться, конечно. Защитил и защитил. Подвигом является. Я к тому, что то, что вписывается в твои должностные обязанности, по твоей доброй воле, в рамках твоих, скажем, рабочих функций. Ты сам туда пошел. Ну, в полицию, например, люди стараются поступить. Ты сдаешь какие-то экзамены. Чтобы стать дворником, не надо сдавать экзамены. Понимаете? А в полицию ты сдаешь экзамен. Это выбор. То есть, типа, это прям серьезное решение. И проходя вот это все, если ты защищаешь там собой, телом закрываешь ребенка, это твои должностные обязанности. Ты должен выполнять, то есть защита общественного порядка. Твоя задача. Является ли это подвигом? Нет. Врачи не ходят каждый день, не рассказывают. Вы представляете, я сегодня 2 ночи подряд не спал, был на смене, делал операцию. Никто на это не реагирует. Преподаватель, дети которого булят, гнобят, ненавидят. Это женщина, знаете, там уже сколько, 50 лет, она возвращается домой вся в слезах, она продолжает работать. Подвигом кто-то называет? Не называет. Хотя это подвиг. Это не входит в ее должностные обязанности терпеть унижение и оскорбление. Потому когда мы говорим про должностные обязанности и подвиг, все, что вписывается в твои должностные обязанности, если ты реализуешь их, если ты просто выполняешь то, что тебе написано, ты средний по рынку, ты обычный. Если ты с этим не справляешься, ты профнепригоден. У нас очень много в системе, в полицейской, в правоохранительных органах профнепригодных людей. Но, Александр, хочу также сказать, что есть те, кто не просто, там, профпригодный, а, прям элита полиции, и это старая школа. Вы поймите, таких людей осталось немного. В связи с приходом Зеленского была такая реформа, при которых на каждом уровне, в каждом управлении, во всех управах поставили своих. Часто там реально именно дегенераты. То есть, когда я говорю дегенераты, это имеется в виду, прям имеют серьезные когнитивные проблемы, идиоты. А те, кто реально представляет из себя элиту полиции, они не имеют возможности влиять на процесс. Их просто тупо сместили. Вот у меня товарищ, очень близкий мой товарищ, он в полиции, непростой был, серьезный человек, большой пост занимал, его отправили на фронт. У него раскрываемость уголовных дел, связанных с преступлением против человека, колоссально высокая. Это люди, которые работали за копейки, на морально-волевых, на энтузиазм. Их отправили. Поставили людей-идиотов, реально клинических дураков каких-то. Потому, когда мы говорим про долг, и когда мы говорим про, скажем так, подвиг, мы должны учитывать, что долг с подвигом не пересекаются. Подвиг – это действие, выходящее за рамки твоего долга.
принятое на основании морально-волевых решений с высоким потенциалом риска. Во всех остальных случаях это не подвиг. Вы знаете, тут еще просто эта дискуссия приобретает политические нотки вообще о месте полиции в жизни общества в тылу, да, во время войны. Все же как бы апеллируют к тому, что война же нынче, война, нет, нельзя полицейских мобилизовать, нет, они же порядок поддерживают. И это оборачивается определенным хейтом людей, которые публично говорят, ребята, нам это не нравится. Выходят депутаты, вот там заместитель комитета специализированного Верховной Рады Андрей Осадчук выходит и прям менторствует, нравоучениями занимается. Ми маємо сісти і подумати, чи готові ми давати більше прав поліції. Бо в мене немає жодного сумніву, що ті, хто хейтили поліцію останні 2-3 дні, це ті самі люди, які півроку, рік тому періодично казали про поліцейський безпреділ. Згадайте, як негативно ставилися до тих випадків, коли поліція застосовувала зброю. В Києві, пам'ятаєте, вбили безпредельщиків, коли вони ганяли по проспекту, тоді він Перемоги називався, здається, і треба було рятувати людей. В Дніпрі 2 роки тому, коли якийсь Верзіла бив поліцейську, її напарник застосував зброю. В Рівному 4 місяці тому був жахливий інцидент, коли ветеран вбив 4 офіцерів поліції, його застрелили, а потім ледь не поліція була винна. Але це все про те, чи готові ми, як суспільство, погодитися з тим, що у поліції має більше прав і вона має працювати жорсткіше. І відповіді на це питання поки що немає. То есть, получается очень интересная история. Вот вы, вместо того, чтобы вот это вот нападать, вместо того, чтобы этот кризис разрешать, можно, получается, только одним – дать больше прав полиции. А так люди, которые недовольны наличием сегодняшних прав у полиции, говорят, елки-палки, так надо еще больше дать прав. А что они тогда, если им больше прав дадут, вместо дяди Саши закроют ребенка? Ну, дело в том, что наличие прав у полиции не эквивалентно их реализации. У полиции есть множество прав. Я не говорю даже про обязанности. Множество прав, которые должны защищать их статус полицейской. Но они их не используют. Смотрите, объективности ради, Александр, чтобы мы были абсолютно честны, чтобы нас тоже, знаете, не назвали вот это вот, а не только так пишут. Будем честны. Среди полицейских есть очень достойные люди. Очень реально, люди, которые могут, которые выполняют свою работу. Но возникает вопрос, почему мы их не видим? Почему? Потому что когда ты выполняешь свою задачу так, как ты должен ее выполнять, ты не ощущаешь этого человека. Система работает. В каких-то участках она работает. А когда набрана куча людей, которые не способны выполнить, система рушится. Не может среди 100 полицейских даже 10, даже если их 30 будет порядочных людей, не могут держать систему. Идиоты ее разваливают. Это невозможно. И тут происходит такой серьезный дисбаланс кадров. Дело в том, что в связи с недостатками кадров, особенно когда там нанимают людей, которые, вот понимаете, он бежит в жилете, там я вижу, что он убегает, оно же даже бегать не умеет. Как оно сдает нормативы, я вообще не понимаю. Оно ледь убежало от преступника, понимаете, не то, что защитило кого-то от преступника. Оно просто там, оно убежало, я представляю уровень стресса. Их будут судить. И я понимаю то, что стрессовая ситуация, и то, что он, смотрите, когда угроза жизни, мы все реагируем по-разному, и тут, допустим, он сдал. Вопрос, как их набирают? Стресс-тесты должны же проходить какие-то, правильно? То есть, если полицейские не могут нас защитить, локально это ситуация, с этим терактом, назовем так, локально это ситуация. Если в данной ситуации не смогли защитить, возникает вопрос, полиция является органом защиты или карательным органом против людей без оружия? Хороший вопрос. Второй момент выглядит правдоподобнее. По поводу карателей, тот видео, его сейчас все вспоминают на самом деле, да? Клименко, министр внутренних дел Украины, который как бы максимально тоже вовлекся, все же, даже, и опять-таки, есть в соцсетях, да, я показывал в шуме, по-моему, позавчера, о том, что даже как-то вот все удивились, елки-палки, все прям как-то используют этот момент, все как-то сразу выходят вперед, на авансцену. Но это логика вот этого мэра Славянска, мэра Кличко, когда вот прилетает что-то по городу, какой-то обстрел тяжелый, они выходят вот так вот сзади дымок обязательно должен идти, дымок. Они берут свой телефон и говорят, вот, ударили, там, женщина ранена, там, слава богу, никто не погиб, или, например, один погибший, или сколько-то там, неважно. Такие последствия, вот это вот да, вот это вот так, ничего страшного, тримайтеся, бережіть себе, вот это вот все. В смысле?
Так, а ты там, ну, нахрена? Чтобы зачем смысл этого видео? Это, в принципе, информация, которую он доносит, только ради того, что я на месте, я вот здесь, я вот туточки, я вот рядом. И вот Клименко. Значить, всі вспоминають вот это інтерв'ю на Радіо Свобода. Мабуть, чуєте оці там нарікання дуже часто в соцмережах могли це читати, або просто від людей на вулиці. Кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, зі зброєю вміють поводитися. І здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. І взагалі, отут, коли вони їздять по Києву, там дорослі здорові чоловіки виписують штрафи на автомобілі неправильно припарковані. Це можуть і жінки робити. Що би ви сказали у відповідь на оці всі закиди? Ви говорите, що поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це дія в місті, але це не дія в полі, не дія в лісі і так далі. Ну, это не в поле, не в лесу, понятно, это другое место, конечно. Но после этого эпизода Клименко говорит: я за то, чтобы все полицейские прошли через фронт. Ситуация, если проанализировать ее безэмоционально, без того, что там мальчик-сирота ранен, и мама, и папа, в общем, а другая же там история вообще душераздирающая, они мало говорят, да, но он же поджег свою квартиру, вот этот стрелок, и задохнулся 4-месячный ребенок угарным газом. То есть, ну, это просто ужасные вещи. Но если проанализировать суть происходящего, да, абсолютно нет никакой логики пропускать, то есть мотивации пропускать полицейских через фронт. Действительно, это совсем другая работа, здесь он как бы прав, если брать безэмоциональную историю. То есть они понимают, что там город, автомат, пистолет, это, ну, короче, да, то есть это не война на передовой, это не штурмовики. Но что так поменяло тогда его точку зрения? Ответ, по-моему, очень очевиден. Позор. Позор системы. Ровно так же, чтобы условно при следующем факапе полицейского, вот этого, ну, структуры полицейской, никто не мог прийти и судить вот этого, ну, там, халатного или там необученного или дурака мента, потому что он еще и ветеран, а то он там побыл 2 недельки на фронте. Для этого. Понимаете, в этой истории, кстати, Александр, очень нужно такую важную деталь подметить. Это очень важно. Дело в том, что военные, в отличие от полицейских, более проактивны. Да, они там могут нарушать закон, но они проактивны, у них есть опыт и так далее. Не стоит всех, конечно, полицейских пропускать через фронт. Конечно, это совершенно разная работа. Все вы правильно говорите. Я с вами абсолютно солидарен. И где-то даже солидарен с Клименко. Тут он тоже прав, что есть разные задачи. Есть только нюанс. Нюанс заключается в том, что если, предположим, подобные события будут происходить на фоне послевоенной Украины, полиция не способна этому противостоять. Вы смотрите, это тест-режим того, что будет дальше. Понимаете, о чем я говорю? Это тест-режим. Такое, знаете, как альфа-тестирование, когда приложение еще не работает, смотрят, какие есть ошибки. И вот пример ошибок. Если полицейские не могут защитить мирных граждан от одного, смотрите, один человек сколько беды принес. Вы можете себе представить, какие будут последствия? Если, допустим, благоразумные военные, они после этого будут организовывать свою жизнь, будут ходить на психотерапию, будут заниматься развитием, будут формировать семьи, будут искать себя и находить. То есть вот благоразумно. А сколько будет идиотов, которые будут потом рассказывать о том, что, ну, допустим, появляется человек, говорит: я тебя туда не посылал. Ну, это же факт. Ну, не посылал. Воевать не хотел, сам не хотел. Тебя никто не заставлял, ты сам принял решение, допустим, доброволец пошел, или тебя там силой мобилизовали. Это не дает тебе права совершать подобные преступления. Сможет ли полиция с этим как-то совладать? Сможет ли она влиять на это? Не сможет, как мы видим, единичный эпизод. Значит, нужно что делать? Переподготовку полиции. Такой возможности нет, потому что нет бюджета. У нас нет бюджета ни на что. Разворовано, это понятно, и дальше нет. И, видите, мы не можем решить проблемы локально внутри государства. Правоохранительные органы могут нападать только на людей, которые имеют другое мнение, безоружных людей и так далее. То есть завести дело против человека, который высказал свою точку зрения, завести дело против бабушки, которая пришла на памятник Дню Победы или пошла там на православную Пасху против бабушки, деду, это мы можем.
нападать на мирных граждан, избивать их, мобилизировать. Тут как бы, компетенций достаточно. Защитить от нападающего — это уже под вопросом. Возникает вопрос в целесообразности этого всего. Ведь они же живут на самом деле за деньги. В Украине это не модно говорить налогоплательщиков, что это только... Но суть-то какая? Они же питаются из бюджета. Одно из двух. Либо бюджет их не питает. Где бюджет? Где деньги лебовские? Либо бюджет питает, но они не выполняют свои задачи. Тут в любом случае вопрос к кому? К государству. И у меня вопрос к людям. Почему у вас до сих пор возникает желание защищать это государство? Вот мне, дураку, объясните. Почему? Назовите хоть одну причину, почему есть смысл это делать. Это государство вас не уважает. Над вами смеются, как над лохами. Вас ненавидят. Над вами прикалываются. Покупают себе дорогущие яхты, квартиры. Собирают кучу денег. Отправляют вас умирать. Никто из близких, не то, что там фронт, ничего. Почему у вас появляется это желание? Вон, Мустафа Наем там себе... Люди рассказывают, что нужно всех мобилизировать, да? И тут же там брат его просто ходит по ЦУМу, ест в Егерзунде суши, и вообще нормально его никто не мобилизует. Он призывного возраста, у него нема підстав для брони. Возникает вопрос, чем вы руководствуетесь? То есть это у меня вопрос к людям, которые поддерживают эту историю. Есть такой эффект ложного консенсуса. Люди склонны переоценивать то, насколько их мнение, убеждения и ценности разделяют другие люди. Эффект ложного консенсуса. Это ж, насколько нужно быть когнитивно ущербным, чтобы считать, что желание умирать – это общественное желание. И оно культивируется. Смотрите, мы можем умерщвлять себя разными путями. Можем продолжать дальше войну. Мы можем оказывать сопротивление там, где мы имеем полное право. Ведь смотрите, мы же себя даже защитить не можем. У нас нет права на самозащиту. Мы не можем себя защитить от правонарушения. У нас есть односторонняя мобилизация. Вас мобилизировали силой, процесса демобилизации у нас нет. Законом не обусловлено никак это. То есть получается, что мы существуем в вакууме, из которого выкачали всю правовую систему, ориентированную на защиту граждан. Вот и все. По поводу того, что вы упомянули, что там ветеран, вас туда не посылали. Тут вот один из бойцов одной из бригад Запорожской теробороны, Юрий Бедюк, Скиф у него, такой мощный, потужный позывной. Он потерял ногу на войне, поэтому он имеет право говорить. Говорит, граждане, вы там в тылу, вы там осторожнее с такими словами по отношению к ветерану, а то ветераны, видите, сильно вспыльчиві. А як бути з тим, що вже не те, що в майбутньому, вже сьогодні звучать такі слова, як «ви самі пішли», «ніхто вас туди не тягнув», «сам винен», «не хотів би, не пішов би». Як реагувати на таке? Звісно, що на таке не слід реагувати агресивно. Але всім тим, хто на майбутнє захоче сказати таке ветерану, то я вам скажу, будьте обережні. Бо ми, ветерани, більшість з яких не мали відношення до війська, до повномасштабного вторгнення. Коли ми пішли на війну, то держава нам дала право захищати цю країну всіма методами, які можливо. Ми дуже багато чого пережили. І тому, коли ви наступний раз це скажете, то очікуйте реакцію, дуже агресивну реакцію. Бо коли держава нас навчила вбивати ворогів, і ви таке смієте казати людині, яка вас захищала, яка захищала ваших рідних, то будьте обережні зі своїми словами. Солдати та ветерани, ми дуже вспильчиві, тому... То есть вспыльчивы, вы там следите за метлой. Но смотрите, у нас получается очень интересная ситуация. Значит, солдаты-ветераны, они вспыльчиво имеют право. Я ногу отдал, я здоровье, я вообще медали имею, я еще кто-то. А ты следи, ты себя контролируй. А означает ли это, что ветераны не могут себя контролировать? Сейчас разгоняют вот эту историю, я тоже думаю, вы заметили. Все вот эти спикеры подобного плана говорят, что нужно легализовать оружие в Украине, короткоствольное, чтобы все могли себя защитить. И уже даже законопроект подали. Но опять-таки законопроект подали, чтобы разрешить ветерану оружие. То есть все очень хитро.
То есть вот ветерану можно. Вот для, Не знал этого, слушайте, для я такую деталь ветерана, не знал. для ветерана вот уже есть, не знаю, проголосуют, не проголосуют, наша Верховная Рада, они голосуют так, как дадут отмашку, но сразу на фоне вот этих всех волнений люди, сторонники легализации оружия, уже включились и начинают качать эту тему, рассказывать. Даже вот законодательные инициативы такого плана появились. Так получается, что есть ветераны, ну то есть сословное общество. Есть те, кто должен заткнуться и молчать. Есть кто должен, это он бред несет, ну у него же там кукуха поехала на войне, давайте проще относиться. А есть те вообще, которые, скажем так, ну ничего не стоят. Их мнение, там есть враги, есть друзья. То есть отличное расслоение по социальному вот такому принципу. Так а что это за строй тогда в государстве? Атомизация общества, Александр. Я думаю, вы знаете это определение для людей, которые не слышали этого. Я поясню. Атомизация общества, ну, это слово «атом», стараются сделать так, чтобы каждый отдельный человек чувствовал себя маленьким и не влияющим на общий процесс. И человек чувствует себя абсолютно одиноким. И скажу честно, одиноким себя чувствует абсолютно каждый. Смотрите, от ветерана, которого послали туда, а он как бы не хотел, до ветерана, который хотел туда пойти и был брошен государством. Абсолютно одиноким и непонятым себя чувствует коррупционер. Одиноким и непонятым себя чувствует обычный гражданин. Одиноким, брошенным себя чувствует родитель, потерявший 4-месячного ребенка. То есть, смотрите, суть заключается в том, что каждый в этом государстве ощущает себя абсолютно одиноким и неспособным повлиять на ситуацию. И тут возникает еще такой ключевой момент. Знаете, я так часто говорю про ключевые моменты, но что не тезис, то ключевое. И вот обратите внимание, на что давят. Вот апелляция называется, апелляция к дубине еще называется, апелляция к страху, апелляция к силе. Вы не изъявляете свое мнение, которое неудобно нам, потому что мы импульсивные. С каких пор наличие психических расстройств или отсутствие контроля является причиной для того, чтобы молчать в государстве, в котором как бы юридически свобода слова? Ничья единица, там, достоинства, ничего не унижается. Выражается мнение. Причем мнение не по поводу тебя, ты туда пошел, ты глупый. Я тебя не послал. Мнение по поводу себя, я тебя туда не послал. Это я понимаю. Но я также понимаю на самом деле и военного. Откровенно говоря, он как бы старается говорить правильные вещи. То есть, смотрите, он не говорит о том, что вы там все уроды. Он говорит, обратите внимание, то есть есть небезопасные люди. Среди нас есть люди, которые импульсивны. То есть он дает хорошую рекомендацию, нужно отдать должное этому военному. Лучше не говорить такое и так далее. Он делает правильную вещь, есть только нюанс. Что делать с теми военными, которые скажут, так это же все абсурд, мы не должны были туда идти. То есть их мнение тоже учитывается. То есть мнение ветеранов, оно эквивалентно друг другу, допустим, мнение ветерана, который против войны, с мнением ветерана, который за войну. Эквивалентно оно или нет? А мы наблюдаем, что нет. Боец 3-го КМ штурмовой будет более значим, вне зависимости от его одиозных взглядов, его когнитивных проблем, его отсутствия образованности, потому что возможность стрелять – это не равно уровень значимости в категории общества. И получается так, что мы же не должны отталкиваться только от бесконечной войны. Общество строится не во время войны, оно строится во время мирного процесса, то есть когда люди живут в мирное время. Тогда строится общество. Оно во время войны только показывает свою устойчивость или разрушается. И возникает вопрос. Мнение, допустим, представителя Азова, 3-й штурмовой, или там что там, Хартии, или еще тогда, оно эквивалентно мнению любого другого военного, который тоже рискует своей жизнью, но меньше зарабатывает. Эквивалентно ли оно? Не эквивалентно. Об этом говорят даже те, кто поддерживает эту систему. Они говорят, что есть несколько... Ошибка, Спартак, с вашего позволения. Вот вы говорите, строим общество. Нет, не общество строят. Медийку строят и пытаются там что-то где-то не испортить. Это шокирующее признание военного омбудсмена Решетиловой, которая говорят, смотрите, есть же там разные проблемы внутри подразделений. Кого-то в яму кидают, кого-то там... Это вот про отношения внутри военный с военным. Мы говорим ветеран-ветеран, да, вот военный с военным. Есть вещи, которые поднимаются на гора. Как, допустим, кто-то что-то, какой-то начальник части какой-то что-то украл. Вы видели, что там в этих модных подразделениях кто-то что-то украл? Нет, не видим.
И военный омбудсмен как бы признает это положение вещей, потому что там проблем же не меньше в этих раскрученных пиарных как бы, ну, подразделениях и корпусах там целых. А проблем не меньше, просто ну, не подсвечивают, чтобы, ну, как бы ничего не испортить им светлый облик и имидж. То есть другим портить можно вот этой информацией, а вот этим нельзя, откровенно говорит Решетилова. Проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре, і ви взагалі їм медійку зіпсуєте. Я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це Трійка, це Хартія, це Азов, мабуть, поки що. Це дуже різні підрозділи, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям. У вас є механізми впливу на це? Ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. Питання тільки ще в тому, що так, я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. То есть она не хочет подрывать образ. То есть есть те, которые она хочет, есть те, которые она не хочет. Хотя она должна, собственно, для нее не должно быть разницы, что это за подразделение. Условно, там, со всякими рунами и татуировками, и вот этими вот, ну, скажем так, лозунгами, это же мир же смотрит. А на вот этого доходягу, там, или там, которого отправили в какое-то другое подразделение, но он не воюет, зарплату получает командир, а он там ремонт где-то, баню пристраивает какому-нибудь комбригу или какому-нибудь там товарищу. Ну или другие случаи там с употреблением всяких веществ. Ну нельзя говорить, это вот где-то. А в этих медиаподразделениях это все спускается на тормоза, и прям сама человек, который от государства поставлен этим заниматься, говорит, нет, я не буду говорить об этом, а о других буду. Почему? Селективный подход, потому что есть определенный статус у этих групп, и этот статус должен сохраняться, лицо этих людей и, скажем так, лицо этих подразделений должно сохраняться перед другими участниками социального процесса. Вы же понимаете, что конечно, понимаете, тут, знаете, апелляция к вашему знанию, конечно, вы понимаете, мы уже много раз с вами обсуждали, что равенство – это что-то для рабов, как они считают. Нет никакого равенства. Тут есть люди лучше, есть люди хуже. Причем под люди лучше мы не подразумеваем люди более обученные, квалифицированные, люди, которые являются социально значимыми. Лучше – это те, кто ситуативно стали в ту сторону, в ту позу, стали в ту очередь, где сейчас это выгодно для государства и государственных деятелей. Сейчас очень выгодно продолжать войну. Для всех, кроме граждан, мнение граждан вообще никто не учит. Какая разница, что хотят эти граждане? Ничего новое будут. Не эти так из Бангладеш приедут, так это вообще. Последнее, что нам нужно, это ориентироваться на людей. Понимаете, Александр, в чем проблема? Что на это, во-первых, нельзя повлиять. То есть это фатализм, можете сказать, там, Спартак фаталист. В этом случае нельзя на это повлиять, это невозможно изменить, и нету никакой власти людей. И ничего ее сейчас не переведет. Мы просто смотрим медленно, знаете, как разрушается, скажем, какая-то структура. Рушится государство и социальный строй. И улучшить это не получится. После войны будет хуже, в социальном плане будет хуже. Мы столкнемся с таким количеством вот таких вот преступников, как было сейчас. Причем это будут все от пророссийских до проукраинских. Пророссийские за то, что их подавляли, проукраинские за то, что не подавляли российских сильнее. Это бесконечный процесс. И тут мы не найдем концов. Все, что остается людям, которые реально стараются развиваться. Понимаете, кто-то же там положил свою жизнь на то, чтобы там выучиться на врача, кто-то положил свою жизнь, чтобы выучиться на какого-то специалиста, сидит, работает, в бюджет приносит деньги, получает копейки, но продолжает выходить на свою позицию. То есть не как во время войны, когда военные выходят только тогда, когда война.
Понимаете, когда закончится война, через несколько часов, как говорил Арестович, пара часов про них все забудут. А последствия будут колоссальные. То есть про них они будут напоминать о себе еще очень долго. Но никто не вспоминает реально там врачей, учителей, пожарников, спасателей. Полиция должна быть в этой же категории. Но мы видим, как они справляются. Ну, думаю, что норматив по бегу он, может быть, и сдаст. Но тоже бегает, конечно, честно говоря, у меня вопросы к его ориентации. Такая пробежка странная. Но мы игнорируем главную проблему в этой всей истории. Не то, как поступил полицейский, не то, что говорят военные. Главная проблема заключается в том, как долго люди готовы терпеть. Хотите, я вам скажу, сколько будут они терпеть? Всегда. Всегда. Потому что когда, простите, мы говорили о том, что вот, не знаю, говорили вы или нет, я был моложе и там, говорил такое, что вот почему русские, ну почему россияне, не русские, россияне не могут выйти просто на площадь и там что-то против Путина, почему, если им не нравится вот столько это, почему не могут? Вот почему не могут, я теперь увидел. Это не так все, как кажется. Есть большая группа поддержки. Люди не могут влиять на процессы. Никто. В этом вопросе мы на россиян похожи, как никто другой. Когда мы там расскажем, что мы какие-то там типа европейцы, ну да, я вижу, какие мы европейцы. Это в Европе могут устроить забастовку, какой-то страйк. Тут, знаете, каждую неделю водители автобусов и метро бойкотируют. Нельзя никуда добраться, у них бойкот, они показывают, и им решают эту проблему, там, финансово, какие-то профсоюзы и так далее. Что происходит в Украине? Вы можете себе представить? Человек будет выходить на свою смену, даже если платить придется ему за это, он сам будет за это платить. Он будет выходить, это абсолютное ментальное рабство. Абсолютное. И будут терпеть этих панов, и ничего это не изменит. Вот люди, которые типа оптимисты, закончится война, мы будем что-то поднимать. Ну, покажите мне это, я в это не верю. Где Зеленский в этой всей истории? Вот смотрите, сегодня разошлось, вчера записала мать. Там длинная история, покажу сейчас чуть буквально короткий, там самый эмоциональный момент. Смысл в чем ее? Посыл в том, что у нее один сын уже на войне, уже забрали, а теперь украли второго сина. А допомогти в цьому ділі. Я не маю більше сил, щоб мовчати. У нас поліцейські непридатні до служби, так звані грьобані ТЦК, які ламають, маючи харів, от такі, мають фізичну підготовку, вони теж не навчені воювати. А от навчені воювати хто? Простий Петро Степан Іван в якомусь місті чи селі? Тому ще раз кажу, я б дуже хотіла, щоб побачила це йобане начальство, щоб побачив цей грьобаний Зеленський. Ви вже всі прокляті, я лічно вас проклинаю, будьте ви прокляті з цією війною. Вам, сука, нікому не вигідно завершення цієї війни. Ви крали, крадете і продовжуєте красти. Я не одна така мати. Таких матерей сотні, мільйони таких матерів, які теж переживають за своїх дітей. Але чому прості люди повинні воювати, а якісь мразі сидіти в коритах, в кабінетах і тупо тобі в лице посміхатися? Тож, я дуже прошу, може хтось може мені допомогти в плані того, що, маючи нормального адвоката, не за всі, звісно, не за всі гроші світу. Я дуже прошу, щоб зв'язалися зі мною і написали мені сюди в ліч приватне повідомлення. І я не знаю, люди, я не знаю, що казати, мене чесно опускаються руки, тому що в мене одна дитина на війні. Але, кажуть, божий день, як на пороховій бочці, і сьогодні мого сина, другого сина, викрали оці мусора разом з ТЦК. І де та дитина? Телефона в його немає, тому що телефон, я не знаю, просто люди передали телефона нам. Зв'язатися з ним теж немає як. Тому у мене буде до вас просьба, так як я вже сказала, можливо, хтось має якогось совісного адвоката, який дійсно зможе чимось нам допомогти. Буду всім вдячна. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. І хочу сказати тільки одне. Зеленський і вся ця влада, будьте ви прокляті. Всі мусора, все це ТЦК. Будьте ви, сука, прокляті. Всі ваші сім'ї. Я вас ненавиджу. Я вас просто ненавиджу, мразі.
Ну, вот крик души. Понятно, что там перемешано с просьбой, а есть какой-то вменяемый адвокат, который женщине поможет, потому что, ну, это незаконно, когда с одной семьи двоих забирают, один только там, у второго есть отсрочка, если он там пригоден по возрасту и все остальное. Но вот эти женщины, на которых, по большому-то счету, и строилась вся эта кампания Зеленского, сегодня 7 лет и 1 день, как он избранный в 2019 году, президент получает вот такие проклятия вместе с мусорами, ТЦКшниками. Ведь 7 лет назад могла бы вот эта женщина, например, подумать, да, которая там поднимала детей, пыталась, повелась на вот эти обещания, а сейчас она, вот видите, такие проклятия шлет. Самому наипотужнейшему. Можно сократить. Могла ли она просто подумать хотя бы уже 7 лет назад и не голосовать? Могла бы, но не подумала. Потому, знаете, в ситуации, когда ты принимаешь решения, которые впоследствии оборачиваются для тебя проблемой, самое главное делать вид, что это решение было принято, ну, как бы осознанно и никогда не жалеть. Но в случае с подавляющим большинством украинцев сейчас так это не сработает. Потому что люди, которые голосовали, сейчас абсолютно все пожалели. Кстати, знаете, что самое интересное? Те люди, которые сейчас поддерживают Зеленского, они говорят публично: я за него не голосовал, я его не... Но сейчас я вижу, что вот это лидер, а то молодец. Очень жаль на самом деле, что барышня вот этого столкнулась с такой проблемой. Эту проблему официально, публично и эффективно решить не получится, потому что у нас нет, если его мобилизуют, нет процесса демобилизации. Разве что переведут в какое-то, ну, более-менее такое подразделение, чтобы не воняли вот это в своем эфире, не жаловались. Но, Александр, правде в глаза давайте посмотрим. Ну, сколько таких женщин? Их очень много. Это реально сотни, это тысячи женщин, у которых забрали последнего сына, у которых забрали мужа. Как-то на подкасте, мы публично проводили подкаст, это еще был 23-й год, женщина пришла и говорит, вопрос задала. Я, говорит, потеряла своего мужа недавно на войне, он пошел, мобилизировался. И у меня было 2 сыновей совершеннолетних, и они оба умерли, потому что они вместе в одной бригаде служили. Оба умерли, я осталась абсолютно одна. И мы нашли слова, чтобы поддержать женщину, но по факту это всего лишь слова, эта ситуацию для нее не меняет. Она остается абсолютно одинока. И какое потом будет, ну, скажем так, представление у людей об этом государстве, которые переживут это. Вы же понимаете, что любой новый правитель, который придет, он не найдет доверия у людей. Никто уже не будет доверять. То есть тот, кто придет новый, возьмет эту страну, будучи даже самым благоразумным, честным, порядочным, хорошим человеком, он обречен. Власть нынешняя не просто разрушила государство, которое было, оно разрушило перспективы для государства, которое можно построить. Всего лишили. Продали все. Нету субъектности. Мы просто-напросто не можем существовать сами по себе. Украина вне контакта с донорами не может существовать. Сама фактически является донором. Мы доноры, но только совсем другой истории. Для каких-то конкретных людей. Для людей в Европарламенте, для людей в нашем государстве, у власти. И кого волнуют вот эти проблемы этого маленького человека? Ну, что-то она там выложила в интернете, пожаловалась. Ой, там моего сына. Да закрой ты уже свой рот. Вот так вот думает Зеленский. Если думает вообще о вас, если он думает. Вы представляете, насколько, в какой плохой ситуации мы оказались? Им нет дела. А если есть, то мы назойливые мухи. Мы их просто раздражаем. Ну, реально, мы просто их раздражаем. Любой депутат, который с этим взаимодействует, его мысль просто: сука, как же вы надоели. Вот так вот он думает. Вот это ты еще напиши помощнику моего помощника и вообще иди отсюда вон. Вот так они к этому относятся. Те немногие, кто позиционирует себя как неравнодушные, потому что так надо делать, чтобы иметь возможность дальше грабить. То есть нет этого конца. Еще раз вопрос к моим согражданам. Я же украинец, и вот я это все... Зачем это продолжать? Почему вы продолжаете? Почему вы принимаете решение поддерживать государство? Так а выхода нет. Ну, смотрите, выхода нет. Ну вот вы почему вы там воюете за это государство? Ну вот смотрите, случай.
на передовой. Это пару месяцев назад, не свежий, ну вот просто недель назад. Вот, пожалуйста, передают приветы в ТЦК. Это передовая. ТЦК тебе призвали? Яким тебе ТЦК взяли? Івано-Франківськ? З Івано-Франківська? Хто тебе забрав сюди? Єбать, піхота, еліта. Братан, хто тебе вкрав, скажи? ТЦКшники? Да? Откуда ти сам? Я з Івано-Франківська. Івано-Франківськ? Передай івано-франківським ТЦКшникам привіт. Помахаємо так. Його треба знайти. Я ми знайдемо його, я тобі обіцяю, братан, давай. То есть, ну, понятно, что он, понятно, что это вот это все. Кто тебя вообще? Он, ну, понятно, что это какой-то, ну, давайте так, больной человек, откровенно больной человек, туго соображающий, ну, просто у кого-то украли члена семьи, какого-то там доходягу, понимаете, отправили, и военные в шоке, говорят, передавай привет Ивано-Франковскому ТЦК. Говорит, так а как найти? Мы найдем, мы их найдем. Понимаете, и вот что можно порекомендовать этому человеку? Он беспомощен, он пунктик у них в плане, что вот физическую единицу отправили на учебку, нарядили во что есть, давай, учись. Потом раз там на фронт отправляй, давай там, кто-то там, куда-то надо же их брать, вот этих, которые не убежали с учебки. Ну вот отправили, вот он попал. Понимаете, и как к этим людям можно обращаться, говорят, не защищайте. У них нет выбора, у них нет как потенции нет что-то изменить. Я не говорю, не надо защищать на фронте. Тут это не совсем так. Я, конечно, за то, чтобы, наоборот, я за то, чтобы, если бы не военные, если бы не эта ситуация, уже бы давно бы все закончилось очень печально. Хорошо, что у нас есть такие войны. Я, наоборот, считаю, что, ну, молодцы. Я говорю о другом. Я говорю о публичном высказывании мирных граждан. Почему вы защищаете позицию Зеленского? Я не говорю прям про... Потому что, смотрите, государство отражается в позиции Зеленского в данный момент. Я не говорю про территории. У меня вопрос. Почему вы защищаете всех вот этих, ну, людей, которые просто тупо воруют? Ну, это же даже, понимаете, это же даже уже понимает абсолютно каждый человек. Тут как будто бы даже не надо быть сыщиком, не надо иметь докторскую степень в области когнитивистики. Тут можно просто быть обычным человеком, который понимает, что лучше не становится. За что вы боретесь, что вы защищаете? Да, Россия агрессор, да, но идея ваша какая? Что вы хотите сделать? Какой план? Вы продолжаете донатить. Для того, чтобы что? Чтобы продолжить эту агонию. В ситуации, Александр, где есть ужасный конец и ужас без конца, ужасный конец можно заменеджерить с течением времени. Ужас без конца, у которого нет конца, заменеджерить не получится, никого не останется. Понимаете? И будет, ну, как... картине старикам тут не место. Это будет просто, это все плохо закончится абсолютно для каждого участника. Только есть нюанс. У некоторых людей будет достаточно денег и возможностей для того, чтобы оставшуюся часть жизни, после того, что они разрушили государство, оставшуюся часть жизни грустненько, но жить в шикарных условиях. И их поколение, следующие их поколения, уже дети с этим сталкиваться не будут. Более того, смотрите, пройдет какое-то время, 20 лет, эти дегенераты придут избираться. Отпрыски этих людей придут избираться. А знаете, какая будет интересная такая, ну, такой поворот? Их выберут. Это просто безумие. Это просто безумие. Вы знаете, по поводу там истории, по поводу развала, вот вчера в Одессе там принимали ТЦКшников, СБУшники, люди радовались. Там одного из... Ну, кого, правда, фамилию не назвали. Ну, там вообще это очень интересно все, как бы, по версии следствия официально. Там Сырский нарисовался даже, представляете? Снял, говорит, областного военкома, там, районного одесского военкома. Все, говорит, отстранены. Этих там повязали лицом в пол. Одесситы сейчас радуются очень, что вот смотрите, наконец-то нашлась управа, потому что они вообще лютовали. Что они делали? Они, значит, у них кастеты, биты, то есть, ну, нормальные ребята, ТЦКшники, в бусах у них там деньги. Они вот это вот вместе с участковым милиционером, ну, участковым полицейским, они вот это вот, ага, кто у них тут на районе плюс-минус нормально живет.
ну, кого можно как бы трухануть. И вот они за ним охотились, вычисляли, одна машина занималась, другая прикрывала, вдруг чего, там кто, ну, какие-то там, может, не на того нарвутся, какие-то братки приедут еще, знаете, спортики какие-то там вступаться, чтобы, если что, там, на шухере постоять. И они выбивали там, одни пишут 30, другие 50 тысяч долларов. Ну и в конце концов приехала СБУ, одни убежали, те, которые прикрывали, видимо, да, и, в общем, их тоже догнали. И такой, знаете, лучик прям ожиданий, что а вдруг, а может быть это начался вот этот слив ТЦКшников, вот на них все повесят, они будут виноваты, люди будут радоваться, и власть скажет: ах, вот так, мы вот, видите, предприняли меры, нельзя так с людьми, вымогать деньги битами, кастетами. Понимаете, но надежды ведь это тщетны, потому что все прекрасно понимают, как полицейские там и химпром отстегивали, да, вот сейчас показательно их приняли. Точно так же вот это тоже показательная история. Всем нужно спасать систему, которая, люди просто пелена упала с глаз, и они увидели, елки-палки, так мы живем просто в каком-то, ну там, хрустальном доме. Более того, нас, скажем так, ну, лишают, вот вы сказали, лишают всего. И будущего, и настоящего, а еще и прошлого. Вот та же Одесса, которая вчера пережила вот этот вот эйфорию, что хоть кто-то уложил мордой в пол ТЦКшников, сегодня она отмечает 198 лет со дня открытия Дюка в Одессе. 1828 год, пьедестал памятника, пострадал во время обстрела, ну не вот сейчас, а той эскадрой, да, англо-французской, вмурованное ядро и металлическая вставка с надписью «Страстная суббота 1854 года» на нем есть. Интересно, что вот теперь это все можно увидеть только на фото, на фотографии. Почему? Да потому что люди ходят там по этой Одессе и говорят, ну, хоть на фотографии увидят. Никогда не видела этот памятник в реальности. Надеюсь, скоро свершится это чудо чудесное. И все станет на свои места. Да. То есть люди надеются, что все станет на свои места, но все никак не становится. И представляете, 5-й год войны, а куча людей не увидели, и самое страшное, не увидят Дюка вживую. Понимаете? Не увидят. Вот к чему мы пришли. Идентичность. Стирается идентичность, причем, смотрите, можно как угодно оценивать с точки зрения патриотизма, идентичность, хорошая она или плохая, но она была. Понимаете? И сейчас ее теперь нет. Потому что идеи, которые у нынешних пропатриотов в голове, это не идентичность. Она сформирована вот буквально недавно. Она не имеет никакого положительного контекста в истории. Как правило, то какие-то предатели, то какие-то переметнулись с одной стороны на другую, то они под ляхами, то под Австро-Венгрией. То есть бесконечное метание от формирования идентичности к, скажем так, элементу борьбы с ней. То есть у нас как будто бы основная идея формирования идентичности – это бороться с любой идентичностью. Это выглядит так, как будто бы нам главное, чтобы, не дай Боже, не сформировалось какое-то нормальное представление о мире. То есть, знаете, сегодня вот, да, давайте отменять сейчас там, памятники, там, Пушкину, сначала там Булгакова, вот это вот все. Так, теперь Дюка. Так, что еще у нас есть такое? Давайте вот это вот. Так он же типа был украинцем, он же писал на украинском. Точно нельзя. Но потом жил в Питере. Да, давайте. Знаете, то есть такое ощущение, как будто бы постоянно ищут что-то, чтобы еще продемонстрировать свою позицию. Кому? Да, всем на самом деле. Вот именно. Всем на самом деле. То, что я хочу сказать. Всем на самом деле плевать. Никому. Себе. Так понимаете, я что вот, смотрите, делаю. закрыли эти... То есть тут даже... не хватает вот этого, с которого мы начинали, дяди Саши, да, который там хоть что-то, хоть как-то на своем месте, хоть что-то сделает рациональное. Эксперты говорят, что вот это вот его завесили, обложили песком, а там же вот натянули вот эту пленку, типа закрыли. Это они типа его, чтобы обстрелы вдруг, чтобы он не пострадал, да?
так он разрушается там внутри под вот этой всей историей. Прям эксперты говорят, песок, оно же там как бы дождь, мокнет, вот это все, сохнет, мокнет, там своя... То есть все. Они условно завтра скажут, война закончилась, они его разберут, он развалится. Понимаете, в чем дело? То есть то, что называется вот этой защитой, это конкретное уничтожение. Конкретное. Ну, а кто слушает этих экспертов? Кто слушает? Кому? Всем плевать. Главное, чтобы мы же защитили, смотрите, достояние. Хотя просто убрали с глаз, и люди ходят и не могут на него посмотреть. У меня финальный вопрос по поводу идентичности. Ну, смотрите, вы неоднократно, много раз в наших с вами беседах сравниваете украинцев и россиян за рубежом. Но тут же, простите, это прям какой-то... Ну, если честно, это какой-то, лично мне кажется, какой-то анекдот. Но это реальность. Значит, Бостон, конкретно Бостон. Вечеринка называется «Вуйка-шоу». Оно пройдет на выходных, 25-24 апреля. Автентическая, там, собственно, музыка, все, интертеймент, класс. Но пройдет оно в русском кафе под названием Санкт-Петербург. Спартак. Санкт-Петербург. О какой идентичности мы говорим? О прекрасной, знаете, несуществующей. Это хохма. Вот это вот рассказали. Знаете, это последняя новость на сегодня, которая меня... я пил в этот момент кофе, знаете, я пью кофе, и такое прям искренне, знаете, неподдельно подавился. Знаете, когда не ожидаешь чего-то, вот прям аж закашлялся, смотрю, думаю, так, не понял. Я перечитываю, не понял, думаю, ладно, может быть, это, думаю, какой-то, обман. Задаю в поиске. Не шутка, это реально есть. Но интересно, как оно будет это все выглядеть, это мероприятие. Люди, которые там будут находиться, интересно, как они себя будут чувствовать. Не будет у них такого легкого, вот этого... такого флера амбивалентности. Мы празднуем Вуйка-шоу в Санкт-Петербурге. Это то, к чему мы стремились. Смотрите, на самом деле, если есть кафе «Ялта», то технически не обманул, получается, Подоляк. Всегда можно выпить кофе в Ялте. Потому мы так и до Москвы можем дойти. Находим кафе «Москва». И просто собираемся туда и идем. Одеваемся в военную форму, приходим, показываем, смотрите, Москву взять. Все синие, просто все в драке, все в крови. Боем взяли Москву. Понимаете, это для меня все выглядит так комично. И мне кажется, Александр, я многих смотрю экспертов, у меня есть любимые, там, я бы сказал, Щелин, мне нравится смотреть там Мураева, мне нравится, в общем, есть эксперты, которые вызывают у меня прям такой, знаете, как я их слушаю с таким пиететом, вот такая речь классная, вот все это. И мне кажется, что я единственный, кто говорит, что нету перспективы. Единственный, кто говорит, что, ребята, вы прикалываетесь, я что, единственный не имею каких-то психических расстройств. Я единственный, кто вижу ситуацию нерешаемой. То есть, нерешаемая, ее невозможно решить. То есть, лучшее, что может произойти, это если кто-то уже окончательно просто купит это государство, как это произошло сейчас с Америкой, но просто это пока номинально. Когда уже купят и скажут, слушайте, просто тупо жалко этих людей, давайте просто сделаем так, как было. Просто вернем, как было. И для того, чтобы дурак понял, что он жил хорошо, нужно сначала у него отнять то, что у него было, а потом вернуть и сказать, смотри, как может быть дальше. Мне кажется, идентичность Украины, она должна заключаться в отсутствии войн. Слишком много войн, слишком много боли, дискомфорта. В отсутствии войн, в отсутствии представления о том, что такое мое мнение. Потому что представление о мнении у украинцев сильно разнится от одного до другого. Один считает, что мое мнение — это то, что должно быть абсолютным. Второй считает, что мое мнение, оно должно выражаться только на кухне. И знаете, что самое интересное? Это один и тот же человек. Потому в случае с формированием идентичности нам было бы здорово понять не то, как мы не хотим быть, вот это, что мы не хотим с Россией, или мы хотим с Америкой, а самый главный принцип формирования нашей мотивации — это о том, куда мы движемся. И когда мы поймем, что в этом направлении, где мы сейчас идем, мы движемся только в сторону бесконечной смерти и отсутствия развития,
возможно, это повлияет на наш выбор, и мы сможем двигаться. Я не говорю в противоположную сторону, но немножко сменить вектор. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо большое, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо, Александр, вам большое тоже. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.